Заслуженный деятель науки, доктор биологических наук Надежда Николаевна Ладыгина-Коц более 50 лет занималась изучением поведения животных. Интерес к изучению поведения животных появился у Надежды Николаевны очень давно. Она проводила опыты с попугаями. Белый какаду выбирал кирпичик с определенным сочетанием цветов. Попугаи хорошо различали основные цвета. Собаки не могли различать количество кружков, они различали лишь определенное их расположение. Чтобы достать лакомство из этой проблемной клетки, низшая обезьяна-макак должна была открыть все задвижки и крючки. Время опыта регистрировалось. Ставилась задача проверить способность открывать разные механизмы. В 1913 году проводились опыты с маленьким шимпанзе Йони по методу выбора на образец. Ему показывали цветной кирпичик, и он должен был выбрать из нескольких разноцветных такой же по цвету. Йони мог различать основные цвета. Оттенки цвета отличались значительно хуже. Разные по форме плоские фигуры различались хорошо. Он правильно выбирал круг, пятиугольник. В награду за правильный выбор с ним играли. Опытами доказывалось, что человекообразная обезьяна может выбирать по предложенному образцу предметы разной формы, цвета и величины, но не может закрепить за предметом его словесного обозначения. Различать количество Йони тоже не мог. В 1959 году издательством Академии наук была опубликована книга Надежды Николаевны Ладыгиной-Коц «Конструктивная и орудийная деятельность обезьян-шимпанзе». Опубликованию этой книги предшествовало 5-летнее изучение взрослого шимпанзе по имени Парис. Эта африканская обезьяна обычно передвигается на четвереньках, но недолго может ходить и на ногах. Каждый предмет им используется в игре. Ветки с листьями он кладет около себя, приминает рукой, делая подобие гнезда. Простыней накрывается. Любимое лакомство – творожный сырок. Парис может употреблять при еде вспомогательный предмет. Теперь лакомство закладывается в трубку. Посмотрим, как Парис достанет его. Получив палку, он сразу сумел достать приманку. По сравнению с другими животными, шимпанзе имеет довольно высокую степень умственного развития. После проведенного опыта Парис возвращает объекты эксперимента, получая за это дополнительный прикорм. Веткой нельзя достать приманку, мешают боковые отростки. Он обрывает их.
Особенно сложное задание – широкая планка. Он замечает ее непригодность и начинает обрабатывать. Отгрызть лучину нужной длины удается не сразу. Наконец, настойчивость вознаграждена. Двумя связанными палками достать конфету легко. Но, получив 2 палки и веревку для их связывания, он не связывает их. Веревку не бросает, так как помнит, что она участвовала в прошлом опыте. Но сам связать палки не может. Поведение молодых шимпанзе изучалось на зарубежном киноматериале. Здесь показано, как путем дрессировки можно добиться от обезьян выполнения сложных действий. Почему такое внимание? Малыш. Любопытно, скорее вниз. Давай познакомимся. Шимпанзе начинает подражать ребенку в действиях и звуках. Вот теперь мы друзья. Какая радость! Хороши бананы. Друга надо угостить. Но этот естественный для человека поступок у шимпанзе – результат дрессировки. Известно, что даже обезьяна-мать не делится с детенышем своим кормом. Кокосовые орехи используются и в игре, и как лакомство. Какая любезность! Шимпанзе много времени проводят на деревьях, где на ночь строят себе гнезда из ветвей и сучьев. А здесь неплохо. Каждый новый предмет вызывает любопытство. Руки и ноги человекообразных обезьян обладают большой хватательной способностью и цепкостью.
Я чищу зубы щеткой. А мне удобнее так. Эта щетка находит свое точное применение у мальчика. Шимпанзе подражает ребенку. Музыкальный инструмент привлекает внимание малышей. И в этом случае подражание действиям человека. Интересно, что же в этой коробке? Скорее вниз. Как страшно. Наверное, это опасно. Бежим. Надежда Николаевна и ее ассистенты успешно использовали в своих работах не только собственные наблюдения, но и материалы своих коллег, определяя и уточняя научную значимость их работ. Ученики Ивана Петровича, Павлова, Денисов и Штодин проводили опыты со взрослым шимпанзе по имени Рафаэль. Он решал сложные задачи, но лишь под направляющим, руководящим воздействием человека. Поощряя его за успешное выполнение задания, человек вырабатывал сложные цепи условных рефлексов. С этого плота надо было перекинуть длинный шест для того, чтобы перейти по нему и достать приманку на соседнем плоту. Теперь можно съесть лакомство. Поставленная задача решена, хотя и не сразу. Преградой является огонь. Для того, чтобы достать приманку, надо его погасить. В помощь дается бачок с водой. Рафаэлю показывали, как открывать кран и как наливать воду в кружку. Он, подражая человеку, освоил эти действия и удачно применил их для решения задачи. Цель этих опытов заключалась в том, чтобы проверить, насколько человекообразная обезьяна способна установить нужную связь между различными предметами. Интересно, что Рафаэль сумел решить задачу и при отсутствии кружки. Это был его собственный путь решения, его догадка. Иногда он забывает о конечной цели залить огонь, играет водой, отвлекается, но все же в конце концов решает задачу. В книге «Павловские среды» даны выводы знаменитого ученого, вскрывающие физиологические механизмы поведения животных. Об этом говорила молодым биологам Надежда Николаевна, которым передавала весь свой опыт и знания.
Студентка Светлана Лазаревская взяла темой дипломной работы «Поведение бобров». Она проводила свои наблюдения в Воронежском бобровом заповеднике. Эта работа имела практическое значение для увеличения поголовья бобров. Мария Герц вела исследование, связанное с направленным воздействием человека на поведение животных. Своему учителю Мария Александровна с благодарностью подарила авторский экземпляр своей книги «Первые космонавты и первые разведчики космоса» о подготовке животных для космических полетов. Моему бесконечно дорогому учителю, профессору Надежде Николаевне Ладыгиной-Коц, которой я обязана всем, что есть хорошего в моей научной работе.